Приветствую, друзья! Еще одна модель, с которой обязательно нужно познакомиться, это DX1 от компании Литшве. Внутри у нее трудится один 11-мм динамик, корпус имеет классический уже вид бочонка, неплохой кабель в комплекте и, что куда важнее, по-настоящему чистое разборчивое звучание в относительно недорогом сегменте. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в небольшой блестящей коробке, оформленной в стиле этой самой модели. В комплекте была документация, металлический бокс с резиновой крышкой и целых 3 набора амбушюр на любой вкус. Кабель выглядит скромно, он тонкий, плотный, витой и, что удобно, сразу на 4,4 мм джек. По сопротивлению это около 25 сотых Ома на каждой из жил. В принципе, достаточно неплохой кабель. Чашечки полностью из металла, с парой отверстий для компенсации, средним по габаритам звуковода, бочкообразным корпусом и фигурой в виде позолоченной гайки на внешней части. Смотрится это необычно, они довольно компактные, с глубокой посадкой и, на мой взгляд, просто прекрасной эргономикой. Вот так это все, друзья, и выглядит. На измерениях у нас вальяжный по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие рекордных 0,09%, что просто ничтожно мало. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете рассмотреть на приведенных мною графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ, максимально ровную середину, аккуратно приподнятую область разборчивости, двойной пик в области 5 кГц, еще один на псевдодетализации и протяженные волнообразно затухающие высокие частоты. В сравнении с T-Audio Hype 4 у нас не столь выражены края диапазона, однако весь остальной диапазон гораздо ровнее. А вот с Yangin Canon Pro они почти один в один. То есть настройка здесь просто топового уровня. На слух DX1 реально очень чистые, техничные и невероятно разборчивые, как, собственно, и должны звучать любые высококлассные наушники. Оттаки слегка сглажены, но прямо на чуть-чуть, чтобы убрать остроту и добавить характеру объема. Бас четкий, текстурный, без какой-то запредельной глубины и ненужного доминирования. Отчего средние частоты буквально как на ладони. При этом они четкие, собранные, с прекрасной артикуляцией, динамикой и вовлечением в материал. Не скажу, что магнетизм тут особо впечатляющий, но слушать модель приятно, хорошо ощутима эмоциональная часть и есть явный уклон в мелодику. Акустической массы не сказать, что много, но и недостатка в ней лично я не наблюдал. А если заменить комплектный кабель, например, на Sika LVX или графеновый от КБР, то будет вообще красота. Единственный нюанс, о котором стоит сказать в контексте данных наушников, это серьезно приближенная к нам сцена и, скажем так, далеко не внушительное ее пространство в глубину. Оно, конечно, есть, но в каком-то зачаточном состоянии. А вот размах в ширину у модели достаточно хороший. Как результат, для рок, любой тяжелой и агрессивной музыки, всего требовательного в плане прорисовки текстур,
текстур, вокально ориентированного, скоростного и драйвового, они прямо идеальны. А вот для оркестровой музыки, джаза, чего-то танцевального или иного ориентированного на бас лучше посмотреть на другие модели. Для танцевального, например, я бы рекомендовал новенький Kiwi Ears Etude. Туда же относятся хип-хоп, всякие живые выступления, даб и дэнс-холл. Если их внимательно сравнить с Etude, последние будут гораздо эффектнее и в музыкальном смысле жирнее, но без подчеркнутой прозрачности, аккуратности в передаче текстур, точности и разборчивости, свойственных DX1. Перкуссия, резонансы и другие элементы высоких частот у нас прекрасно ощутимы, причем безо всяких сибилятивных призвуков, колкости или хоть какой-нибудь агрессии. С Etude они примерно одного уровня, но сильно отличающейся подачей. На фоне же более дорогих Tension Origin у DX1 чуть выше четкость, но нет той глубины, объема, изысканности, явно выраженного пространства сцены в глубину и подчеркнутой эмоциональности. Вот в Origin эта самая магнетичность действительно зашкаливает. В остальном у них плюс-минус сравнимый характер с уклоном в предельную честность, разборчивость, чистоту и пристальное внимание ко всяким нюансам звукоизвлечения. Отдельно хочется выделить ясность, контроль, выразительность и общую сбалансированность подачи. Нигде ничего не выпирает и не оттеняется другими частями диапазона. Сколь-либо ощутимого смягчения или теплого аналогового флера лично я здесь не заметил, как нет тут сухости, отстраненности или сдержанности в плане эмоций. Звучание естественное, гармоничное, с довольно целостной картиной и вниманием к деталям. Экспрессия есть, разрешение приличное, да и энергетика довольно высока. Все они раскроют и все, так сказать, разложат по полочкам. С эффектом присутствия, но, как я уже сказал, без сколь-либо глубинного погружения. У тембров есть масса и объем, неплохие скоростные показатели, и я бы отдельно подсветил так называемое натуральное звучание. То есть все предельно реалистично. Для своей цены это реально просто сказка. Итогом наушники Letshui DX1 неплохо выглядят, удобно сидят, вообще без искажений, с достойным кабелем в комплекте, просто кучей насадок на любой вкус и достойным кейсом. О настройке даже говорить не приходится. Это одна из лучших конфигураций, что мне только доводилось встречать. Получить такое от одного единственного излучателя, на мой взгляд, это настоящее искусство. Из минусов у них не особо внушительная по глубине сцена, почти нет масштаба, какой-то эффектности и прямо глубинного погружения в материал. Они, как говорится, про красоту совсем иного плана, выраженную в скорости, разборчивости, высоком уровне прорисовки текстур, слаженности и предельно достоверной подачи. DX1 реально честные, очень техничные, с чуть ли не идеальным контролем и динамикой. То есть все в лучших традициях компании Letshui. За свою цену модель, друзья, просто безумно хороша. А у меня на этом все. Это были наушники Letshui DX1. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них нужно подписаться. Всем, друзья, добра.